Old Car City – это более 5000 американских ретро-автомобилей. Но получится ли у Антона найти здесь Pontiac Trans AM? Чем отличается кладбище от джанк-ярда? На джанк-ярде машины списывают, утилизируют, разбирают на детали и что-то продают. А кладбище – это музей. Такой, как, например, Old Car City, на котором мы сейчас находимся. Кроме автомобилей, которые уже никогда не сдвинутся с места, на кладбище Антону удалось найти то, что еще можно применить в деле – запчасти. В большом количестве, многие в идеальном состоянии. Антону нужно было торопиться в своих поисках. В выходной день владелец автосвалки впустил съемочную группу всего на пару часов. За это время Антону нужно было найти и автомобиль, и запчасти к нему, расплатиться, а еще вывезти автомобиль и погрузить его в контейнер. Дом престарелых работает 4 дня в неделю, со среды по субботу. Внимание! Не приезжайте сюда по воскресеньям, только время потратите. Все эти автомобили старше Антона. И из всех представленных на кладбище хорошо сохранилось лишь несколько. Они стоят под крышей. Ржавчина еще не успела превратить их в музейные экспонаты. К сожалению, под крышей не нашлось того автомобиля, который так ищет Антон. Pontiac Trans AM или Firebird 1977 года. Вы узнаете его по 4 квадратным фарам, удлиненному капоту, весу в 1750 килограммов. Именно в таком виде он выпускался с 1977 по 1981 год. Pontiac Trans AM был знаменит своей мощностью. На одном из тестов, проведенных энтузиастами, автомобиль показал себя с неожиданной стороны. Вместо ожидаемых 290 лошадиных сил он выдал 371 лошадиную силу. Это стало настоящей находкой для автолюбителей того времени. Но вскоре этот двигатель запретили, так как требования по выбросам становились все более жесткими. Двигатель такой мощности найти на автомобильном кладбище, конечно, нереально. Да и что с ним делать? На московских дорогах так не разгонишься. Сейчас Антона беспокоит другой, не менее важный вопрос. Как найти автомобиль в хорошем состоянии? И удастся ли спасти его от ржавчины? Донор – это человек, который отдает свои органы другому. Часто эти люди имеют родственные связи. Также и с автомобилями. Если в найденном вами ценном экземпляре хорошо сохранился корпус, но нет двигателя или других органов, их всегда можно позаимствовать у других моделей. Кладбище автомобилей – это находка для реставраторов. Ведь здесь, среди такого огромного количества автомобилей, можно найти много мелких запчастей совершенно бесплатно или за небольшие деньги. Можно снять руль, внутренний и внешний хром, детали приборной панели, накладки на диски и многое другое. Все эти детали есть здесь. Зачем выбирать в интернет-магазинах? Даже накладки на педальки есть. А это крышка заливной горловины от Транзема 1979 года. Была когда-то новой, но коррозия ее потрепала. Антону удалось найти одну родную деталь от Pontiac Trans AM. Но если бы у него было больше времени, он бы нашел еще, сомневаться не стоит. Жаль, что нельзя увезти отсюда все. Не только все хорошо сохранившиеся детали, но и все хорошо сохранившиеся автомобили. Минус в таких автомобилях один – они на порядок дороже стоят. Удивительно, в некоторых случаях салон сохранился идеально. Чуть-чуть подшлифовать, восстановить кожаное покрытие, отполировать хром на сиденьях, залить заново смолой руль, и все будет отлично. Достойная находка. Но, как выяснилось позднее, он уже ждал встречи со своим новым хозяином. Покупатель оставил за него залог в размере 15 тысяч долларов. Остается загадкой, сколько же стоит этот автомобиль на самом деле. Более 14 гектаров автомобильного хлама. Иначе назвать нельзя. Это просто шокирующее зрелище. А ведь их всех можно было спасти. Стоило лишь только увезти их в теплый гараж лет так 20-30 назад отсюда. Климат здесь весьма странный. Ночью здесь холодно, туманно и идут дожди. А днем же
Здесь жара, и температура может доходить до 30 градусов, создавая не самые лучшие условия для хранения машин. Антон выбился из сил и зажарился на солнце, но все-таки нашел его. Pontiac Trans AM 1977 года. Этот год можно назвать решающим в истории модели. Дело в том, что еще год назад, в 1976 были произведены последние супермощные экземпляры птицы. Последняя сверхбыстрая стая из 7100 птиц щеголяла двигателями 455. И это были последние крупнокалиберные модели. Их еще можно найти. Но они даже не так интересны, как модель 1977 года. Когда в 1977 году птичкам обрезали крылья, а законы о снижении токсичности выхлопа превратили стада американских жеребцов в горстку кляч, Pontiac превратил свой автомобиль в модель с подиума. Даже с таким ничтожным по сравнению с прошлым двигателем в 200 лошадиных сил, Trans AM оставался самой красивой, спортивной, яркой птицей. Необычные стилевые решения помогали сохранить его спортивный дух. Кажется, мы нашли одну из машин нашего списка. Это Pontiac Trans Am. В принципе, в очень хорошем состоянии, да, несмотря на то, что он абсолютно некомплектен. Но здесь главный плюс состояния кузова. Пороги, днище, арки. Все в отличном состоянии. Сквозных дырок нет. Может быть, это плюс, может быть и минус. Но главное, вы можете увидеть сами. Все железо целое. Сварочных работ потребуется минимум. На этом можно по итогу сэкономить кругленькую сумму. Сварочные работы по восстановлению среднестатистической американской старой машины – это 300-400 тысяч рублей. Машина некомплектная, но можно найти ржавого донора и переставить все детали в нее. Бонусом нам будет заднее стекло, которое целое, без трещин, не мутное, в отличном состоянии. Сэкономим еще $150. Покупку можно отправлять в контейнер. Антону удалось сбить цену на Pontiac Trans AM до $2000. Примерно столько стоит билет на самолет из Москвы в Соединенные Штаты Америки и обратно. Подумать только, а ведь этот автомобиль – настоящая звезда кино. Помните фильм «Полицейский и бандит»? Весь фильм, кстати, был снят в штате Джорджия, именно там, где мы сейчас находимся. Для съемок этого фильма представители Pontiac выделили 5 автомобилей в комплектации Special Edition с тем самым золотистым фениксом на капоте. И все они не просто пострадали во время съемок, все они были угроблены. Кстати, этот фильм повлиял не только на успешные продажи Pontiac. Chevrolet Camaro после выхода «Смоки и бандит» стал продаваться в 500 раз лучше. Хотя бандит в фильме гонял на Pontiac. Компания Chevrolet пообещала актеру дарить новый Camaro каждый год, но не сдержала свое обещание. Она радовала своего героя новыми автомобилями всего 5 лет. Антон не остановится на достигнутом. Он уже простроил маршрут в Аризону. Он обязательно найдет еще один Trans Am в отличном состоянии, чтобы собрать из 2 автомобилей один. Его путь лежит через пустыни по длинным извилистым американским ночным дорогам, которые больше похожи на взлетные полосы для самолетов. Ради встречи с этой огненной птицей действительно стоило преодолевать такой долгий путь. В этом автомобиле угадываются черты будущего покорителя дорог. Первая покупка Антона была не столь удачна, но он потратил на нее совсем небольшие деньги, и она может послужить донором для этого красавца. Вот он, Pontiac Trans Am 79 года. Мы его нашли. Хоть уже и вечером, по итогу дня, но мы сделали это. На первый взгляд, машина в неплохом состоянии. Если изучить ее детально, возможно, найдутся некоторые нюансы. Но в целом кузов хорош. Она в полной комплектности. Фары, бампера, спойлер, стекла, хром. Все в наличии. Этот Pontiac просто мечта. Даже приборная панель в хорошем состоянии. Замки, дверные ручки, хром и корпус.
Краска под солнцем выцвела, но состояние кузова под ней вполне достойное. Кузов весь целый и не имеет сквозных дыр. Очагов ржавчины не обнаружено. Вмятин и шпаклевки тоже. Причина такого хорошего состояния автомобиля – солнечный и жаркий климат. Он полезен каждому. Антон уже подумывает переехать сюда через пару лет, чтобы сохраниться не хуже. Состояние пластика весьма печальное. Он потрескался и облез. Надеюсь, ребята в нашей мастерской смогут это восстановить. Некоторые вставки пластиковые также от температуры поплавились. Возможно, придется заказать новые. Интересно, а сколько лошадей у птички под капотом? И есть ли они вообще? Здесь уже установлен мотор. Chevrolet Small Block. Возможно, он требует переборки, а возможно и нет. С моторами всегда лотерея. Либо он заработает, либо придется его восстанавливать. Как говорится, вскрытие покажет. В этот автомобиль можно смело вкладывать деньги. Состояние кузова более чем удовлетворительное. Он не развалится через несколько лет и не проржавеет до основания. Все мелкие детали при нем. А это значит, что докупать практически ничего не придется. И реставрация пройдет в достаточно короткие сроки. Корова давала за это $3500, но мы перебили ее ставку и отправляем ее в Москву, к нам на сервис. Будем его восстанавливать. Возможно, это оправдает своих вложений. Автомобиль ждет большое будущее. Встретимся с ним в мастерской и посмотрим, насколько он оправдает наши ожидания. Pontiac Trans AM Firebird на операционном столе. Он обретет новое сердце, новую кожу, все внутренние органы, глаза, но он останется собой. На реставрацию Понтиака ушло немало времени. Сложности, связанные с коррозией днища и корпуса автомобиля, основная проблема, с которой пришлось столкнуться мастерам. Они буквально жили в мастерской ради того, чтобы достать птичку с того света. Времени для этого я затратил, точно не скажу, недели 3 на изготовление, на сборку и точную подгонку геометрии данного кузова. Ну, соответственно, чтобы стекло было в размере, двери все закрывались, так как вырезалось абсолютно все здесь. Элемент, вот он, находился здесь когда-либо. Вот. При прошлой жизни автомобиля. Соответственно, это водительская сторона. Как я говорил уже, металл 2 мм толщина, так как капсула водителя должна быть прочная. И это обуславливается теми материалами, из которых был изготовлен автомобиль. Все строится вот с помощью примерно вот таких выкроек. Шьем одежду, применяем выкройки. Ну, в общем, вот такая мозаика вырезалась. Примерно не все я вижу. Закрой снимался, соответственно, как лекалы. Это все, соответственно, потом изгибалось. Профиль закроя, это лист был прямой. В таком виде мы его сгибали, присваивали ему свое место. Сейчас Pontiac сам на себя не похож. Он разобран до основания. Проржавленные детали корпуса уже вырезаны, и болезнь не продвинется дальше. Посмотрите, с какой точностью выполнены эскизы к новым порогам Pontiac. Минимальные отклонения вправо или влево чреваты изменениями в геометрии и распределении нагрузки на корпус. Пришлось временно скрепить крышу. Это одна из тех закладных деталей, о которой я говорил. Крепление и фиксация формы кузова. Ничего тут сверхъестественного нету. Так применяют многие строители. Крестовая связка, чтобы не ушла диагональ. Ему предстоит большой путь в новую жизнь, но он переживет его. В следующий раз наша съемочная группа была допущена к святой святых Pontiac Firebird Trans AM 1977 года уже после завершающих стадий реставрации. У автомобиля появился хозяин, и теперь поглазеть на редкую птицу удастся не каждому. Большую часть времени птица проводит в клетке.
В Москве слух о том, что владелец выпустил птичку полетать, разошелся очень быстро. Уже на следующий день после съемок коллеги только об этом и говорили. Ведь в Москве существует только одна такая птичка. Pontiac Trans Am. Это редкий представитель классических автомобилей. Один из 60 экземпляров, выпущенных на 10-й юбилей концерна в 1979 году. На московских дорогах Trans Am чувствует себя прекрасно. Осенью хозяин еще разрешает ему ездить. И даже разрешает садиться за руль тому, кто привез его из Штатов. Не все владельцы автомобилей так щедры. В 1969 году модели Trans Am выпускались ограниченным тиражом и имели заостренный вид. Редкость и труднодоступность этих авто делала их еще более притягательными. Так, в 1979 году выпущенные модели Trans Am стали еще более желанными. Популярный и редкий, притягивающий внимание, черный и мистичный, но немного наивный и сердечный. Таким получился Pontiac Firebird. Огненная птица обгоняет агрессивно, медленно планирует в дорожном потоке, мягко приземляется и слушается того, кто за рулем. Ощущение от езды на Firebird можно сравнить только с полетом. Определенно, этот автомобиль – мечта. Как звезда, проделавшая множество пластических операций, за 10 лет машина изменилась практически до неузнаваемости. Тем самым приобрела себе множество новых поклонников и покупателей. Поскольку в Trans Am была полностью восстановлена подвеска, на дороге он ведет себя потрясающе. Быстрые отклики на рулевое колесо, хорошая устойчивость на дороге. На любых скоростях машина ведет себя так, как она должна. Можно провести аналогию с современными автомобилями. Машина по ходовым качествам нисколько не уступает им. Кроме того, что это мощный muscle car, также ее можно использовать для ежедневной эксплуатации. Она вполне уверенно себя чувствует на дороге. Она небольшая, хороший обзор. Везде можно запарковаться и проехать. А на светофоре можно дать жару. Предложение о перекупке этого автомобиля поступает к его нынешнему владельцу регулярно. Но разве можно отказаться от такой редкой штучки? Интерьер автомобиля обит серебристой кожей. В нем автоматизировано все, даже крышка бардачка. В нем почти все оригинальное. Оригинальный радиоприемник. Даже запаска оригинальная. И специально для этой модели на сиденьях были вышиты волшебные птицы. Получился мощный, но романтичный автомобиль. Салон автомобиля не менялся. Приборная панель, центральная консоль, торпеда – все осталось оригинальное. Единственное, были заменены сиденья и установлена рекара. Птичка была собрана буквально по перышку. Не вычурно, элегантно, по-мужски. В ней все без исключения гармонично. В меру хрома. Удобные спортивные сиденья, стильный руль. Не только животные похожи на своих хозяев, но и автомобили. Словосочетание Trans Am для любителей американского автопрома значит столь же много, сколько VRX STI и Type R для Япона MANA. Особая серия Pontiac Firebird изначально уже была одной из самых злых среди маслкаров 70-х годов. Перед нами один из немногих Trans Am'ов с московской пропиской. Птичка хоть и редко тренирует крылья, но метко. Она радует глаз случайных прохожих и дарит неповторимые ощущения от вождения. Если вы увидите ее на улице, загадайте желание.